лакокрасочное покрытие – это покрытие из разных слоев. В некоторых слоях есть однокомпонентные продукты. Что такое однокомпонентный продукт? Это продукт, который обратимый. Его можно смыть, растворить всегда, в любое время. Поэтому шпаклевка, в которой присутствует агрессивный растворитель стирол для полиэфирных шпаклевок, попадая на такое основание, он его начинает растворять. И именно поэтому мы зону ремонта расчищаем. Мы стараемся не залезать шпаклевкой на старое лакокрасочное покрытие. Вторая причина, по которой мы не залезаем шпаклевкой на лакокрасочное покрытие, это то, что во время ее обработки мы будем шлифовальным блоком залезать туда и образовывать очень крупную риску, которую потом придется нам перебивать до безопасных значений, и тем самым мы просто себе больше работы создадим. Поэтому такие правила существуют. Еще одно правило. Ни в коем случае не наносить шпаклевку на однокомпонентные продукты. На любой однокомпонентный продукт, в том числе и баллончик, бывают случаи, когда маляр решил сделать чуть лучше, чем обычно, да, казалось бы, и не на металл нанести шпаклевку, где-то слышал, что наносят на эпоксидный грунт, почитал, эпоксидный грунт, нанесу на него, чтобы не ржавело. Это однокомпонентный продукт. Он предназначен для другого, она его растворит. Причем 50 на 50. У одного маляра будет все хорошо, у другого это не прокатит, и она просто как с масла отвалится целым блином шпаклевкой. Поэтому никаких однокомпонентных продуктов под шпаклевку и под полиэфирную шпаклевку, жидкую шпаклевку и под полиэфирный грунт не наносится. Если мы решили сделать такой уже вариант как бы восстановления коррозии или реставрации, то это должен быть двухкомпонентный эпоксидный грунт. После определенного времени мы на него можем шпаклевать, а конкретно это 1,5 часа в среднем. Через 1,5 часа мы можем на него носить шпаклевку. При нагревании лампой это время сокращается. Кстати, если говорить, возможно, вам будет интересно, как влияет температура на высыхание материалов. Каждые 10 градусов уменьшает время в 2 раза. То есть, если у нас лак сохнет 14 часов при 20 градусах, при 30 градусах он будет сохнуть 7 часов, условно говоря, да, там плюс-минус. При 40 градусах он будет сохнуть 3,5-3 часа. И так можно усреднить как бы до самого верха. При 60 градусах такой лак будет сохнуть 45 минут уже. Так, что еще? Качество будет как? Качество не будет теряться. Мы будем сразу видеть тот результат, который получится. За редкими исключениями, когда у каких-то лаков, я говорю об условном лаке, у которых есть склонность к закипанию, да, при температуре лак может закипеть. Но это связано с проблемой лака самого, а не с, или с переслоением там, и так далее. Так, к этому еще вернемся. Пока нам привезут шпаклевку по пластику, мы перейдем, наверное, к следующему разделу. А можно спросить? Конечно. А почему некоторые производители рекомендуют, если вы начали греть лампой, то есть до конца вы должны работать вместе с лампой? То есть я на ремонтную зону нанесла шпаклевку, прогрела ее лампой, а потом я захотела сделать грунт, не прогрев его лампой, также нанесла базу без лампы и так далее и тому подобное. Вообще никак не связано абсолютно. Ну, не знаю, некоторые говорят, что связано. Как это может быть связано? Один материал я хорошо просушил лампой, другой материал я сушил естественной температурой. Если я сделал это хорошо, не имеет значения, лампа бы это была или нет, поэтому это никак не связано. Okay. Там чуть другой момент. Там, если вы, грубо говоря, первые слои не сушили лампой, то последний слой нельзя сушить лампой, иначе вы его просто закроете. Если он высох нормально, первый слой, то можно сушить лампой. В том-то и дело, что экспресс, грубо говоря, 25 минут шпаклевка, там 15 минут грунт, и вы наносите базу лак и включаете сушку через 10 минут. Нет, если продукт высох, предыдущий продукт высох нормально, то есть положенное время сох, то дальнейшее нагревание, например, мы сушили шпаклевку естественной температурой, потом загрунтовались, начинаем сушить грунт, и у нас никаких проблем со шпаклевкой не возникнет в это время, несмотря на то, что мы ее не сушили лампой, а сушим грунт лампой. То есть, я не видел ни разу такого. Если интересно, я, конечно, могу в лаборатории этот вопрос уточнить. Слава богу, у нас есть с ней связь, и мы такие вопросы можем узнавать там, а не придумывать сами что-то. Итак, давайте тогда продолжим. Следующий момент – это по сушке лампой или не лампой, мы сейчас уже говорили. Да? В целом можно посмотреть, ИК-сушка шпаклевки 5 минут примерно лампой, 20-30 минут при естественной температуре, и при нагревании повышенной температуры тоже сокращается это время до 50 минут.
Следующий момент. Когда мы делали какой-то сложный ремонт, на шпаклевке нам не выйти под грунт. Да? Среди вас, возможно, тоже существуют маляры, которые твердо уверены, что применение жидкой шпаклевки – это некачественная процедура. Да? Здесь я не хочу с вами спорить, у каждого свое мнение. Я лишь могу сказать, что если вы нанесете 6 слоев акрилового грунта, которые, к слову говоря, дороже, чем жидкая шпаклевка, и эти 6 полусырых слоев, это тоже не будет хорошим качеством. Помимо того, что вы потратите больше денег и больше времени. Значит, еще один момент, еще один факт. У жидкой шпаклевки сухой остаток больше, чем у грунта. Об этом тоже почему-то многие не думают. Поэтому я не вижу в этом ничего такого кардинально плохого в применении жидкой шпаклевки. Если у вас такой тотальный элемент уже, если вам не удается сделать с применением шпаклевки выйти под грунт, под акриловый наполнитель, применение жидкой шпаклевки, в этом нет ничего страшного. Единственные моменты, естественно, никаких Потому что надо вышкуривать. вот этих вещей под жидкую шпаклевку мы не применяем. Самый качественный вариант – это мы берем эпоксидный грунт, спектрал или Next, 50 мл, например, да, смешиваем готовые смеси, наносим на элемент. Если у нас есть лампа, мы сушим лампой порядка получаса при 60 градусах и смело можем наносить жидкую шпаклевку на этот эпоксидный грунт. Тем самым мы уже работаем с антикоррозийной защитой, у нас есть изоляция и у нас нормальное качество. Так, что еще? Есть такой интересный продукт, как жидкая шпаклевка мультиспрей. Чем отличается от обычной жидкой шпаклевки, например, в Novel Professional, которая тоже достаточно качественным продуктом является? Немногие знают, что жидкую шпаклевку для нее есть свой разбавитель. Я сейчас не про нее говорю, я ее просто отставлю пока. Для такой классической жидкой шпаклевки должен применяться свой разбавитель, потому что это не акриловый, а полиэфирный продукт. Для них свои разбавители. Разбавляют все, чем попало, как правило. И по статистике мы видим, что на каждые 20 банок жидкой шпаклевки продается одна банка разбавителя. Соответственно, все остальное разбавляется чем угодно уже. Это уже влияет на качество. Второй момент. В жидкой шпаклевке дозировка с отвердителем, это на 100 частей шпаклевки 6-7 частей отвердителя. Это достаточно сложно, корректно дозировать. Можно шприцем, можно из этого флакончика, но с мерными делениями уже быть поаккуратнее. Либо весами, которые я рекомендую приобрести все-таки, если вы работаете в малярке уже долгое время. Значит, еще один момент – это дюза пистолета. Если у нас нет пистолета с дюзой там 2,2 или хотя бы двойки, а лучше, наверное, даже 2,5 под жидкую шпаклевку, мы вынуждены будем ее переразбавлять. Естественно, свойства ее теряются, потому что разбавителям нужно только, чтобы создать вязкость, комфортную для нанесения. В этом продукте вязкость уже заведомо создана, чтобы мы уже ничем его не испортили. Пропорция с отвердителем, кстати, он красный, его очень хорошо видно в банке, когда вы наливаете два продукта, да, эту разницу между ними, когда прозрачный отвердитель, он смешивается, и его не очень хорошо видно. Здесь контраст позволяет нам увидеть, сколько мы налили отвердителя. Пропорция 10 к 1, ее очень просто дозировать, как бы никаких проблем. Никакого разбавителя не нужно. Дюза пистолета, грунтовочный пистолет обычный. Гигантские слои можно наносить, он вообще не потечет, даже специально, если вы захотите это сделать. То есть у вас будет миллиметр за один слой, и все равно он будет держаться на поверхности. Естественно, это уже будет неправильно, но в отличие от акрилового грунта, этот продукт высохнет при любой толщине, даже при сантиметре. Чего не скажешь про акриловый грунт, который мы переслоили, и он остался полусырым. Это уже говорит о том, что такой ремонт можно сделать качественной жидкой шпаклевкой, толстый слой, когда нам нужно выравнивать. Когда мы применяем жидкую шпаклевку, мы работаем по однородному основанию. То есть у нас уже есть слой, более-менее ровная поверхность. Мы берем крупный абразив 120 и большой рубанок. Тем самым мы получаем ровный элемент, понижаем риску, например, до безопасных 320 и красим такой элемент мокрый по мокрому. То есть это очень простой вариант сложной работы, так сказать. Еще один момент, наверное, самый приятный. Есть и неприятные моменты, о которых я тоже должен сказать. На металл его наносить нельзя, на оцинкованный металл тем более. Поэтому это тонкий слой эпоксидного грунта. Либо 4 часа вы ждете при 20 градусах, либо ускоряете там, до получаса сушкой инфракрасной лампы. После этого вы ничего не шлифуете и наносите на этот эпоксид вот эту жидкую шпаклевку.
И самый приятный, наверное, вариант то, что сохнет она час-полтора при 20 градусах. А поскольку у вас летом гораздо жарче, чем 20 градусов, я думаю, что сохнуть она будет и за 40 минут. То есть пообедали, вернулись, отшлифовали элемент, пошли покрасили его по-мокрому. Хотя Там написано при нормальном разбавлении дюза какая рекомендуемая? 1,7, 1,8 прекрасно будет работать. Обычный грунтовочный пистолет. Двойка тоже прекрасно подойдет. Между слоями выдержки практически нет. Бывали случаи, этот продукт в смешанном виде живет 20 минут примерно при 20 градусах. Ну, при 30, соответственно, еще меньше. Но этого времени вполне достаточно, чтобы нанести 3 слоя, потому что они идут почти без выдержки. И у нас бывали такие ситуации, когда маляр делал вот так, заваривал себе чаек, а потом ехал в магазин с этой банкой твердой и говорил, что вы мне продали, как бы у меня все высохло. Вот, поэтому это тоже нужно учитывать. Кстати, вся эта информация здесь есть. Если информации необходимой нет там, берете смартфон, если смартфон есть, если не кнопочный телефон, QR-код на Next, на Спектрале, Да, обычно Android, обычный. и вы попадаете сразу в техническую карту продукта. Либо звоните в телефон, я вам дам. Выскакивает на любой продукт спектра, выскакивает вся техническая информация. То есть разбавление по граммам, по литрам, описание. А вопрос положительный можно такой, у меня по химии больше. Она относится к таким шпаклевкам или Да. все-таки к грунтам? Полиэтиленовой шпаклевкой в жидком виде, да. Именно поэтому ее нельзя так быстро наносить на эпоксидный грунт, а времени должно больше пройти, потому что здесь стирола вот этого еще больше, чем в обычной шпаклевке. То есть, по сути, это тоже шпаклевка. Еще можно вопрос? Скажите, через сколько минут можно инфракрасную лампу ставить? Ну, я бы минут 10 подождал. В принципе, в технических картах это все прописано. Прописано. Ну и для акрилового грунта это тоже, как правило, 10 минут, и потом ставим уже лампу. Причем желательно не сразу близко, да, чуть-чуть подождать, хотя бы 90 нагреть, да, там. а потом поставить ее на рабочее расстояние. А по пластичности вот как он? По пластичности для металлического элемента все будет хорошо, на пластик я не рекомендую наносить. Конечно, следующая подготовка под грунт. Да, со шпаклевкой мы, казалось бы, разобрались. У нас есть пятно шпаклевки, которое после того, как мы обработали шлифовальным блоком, мы должны понизить риску до 240 безопасных. 180 это уже крупная риска на шпаклевке. То есть это уже все, это самый нижний предел по величине риска. Все, что вокруг шпаклевки, должно быть обработано 320-м абразивом. 240 это самый предел, опять же, лучше 320. Именно поэтому, если у нас слишком крупный абразив использовался под грунт, там, где край грунта лег в этот крупный абразив, у нас может появиться потом контур. Вот такой рваный контур, потому что риска она будет из-под него проглядывать потом даже на лакокрасочном покрытии, спустя время определенное. Поэтому 240 шпаклевка, 320 все, что вокруг. Иногда делают так, что даже слишком мелко обрабатывают под грунт, и ему уже сложно держаться на поверхности, и край этого грунта немножечко тянется, мы получаем такой блинчик, который потом обрисовывается базой, когда мы идем. Именно поэтому есть верхний и нижний предел абразива, который нужно применять для каждого материала. Если вы эти правила соблюдаете, я думаю, что проблем с материалами у вас практически не будет, то есть нет ошибок, нет проблем. Так, с этим, я думаю, что разобрались. Про проявку здесь тоже написано, я вспомнил про нее. Проявочное покрытие обязательно используйте и на шпаклевке, и на грунте, потому что это единственный способ, с помощью которого вы можете обозначить риску и понизить ее до безопасных значений. Следующая процедура, эту процедуру мы уже пропускаем, это первичный грунт, который должен у нас наноситься на участки голого металла. Первичный грунт, он первый исходит из названия. Какие у него функции? Две функции. Это адгезия к металлу, которой, собственно, нет на вот этой панели. Например, если вы можете посмотреть, грунт, который здесь лежит сразу на металле, он почему-то ползет дальше, он не держится. И вторая функция основная, это антикоррозионная функция. Антикоррозионных грунта, первичных грунта у нас 2,5, если вот это учитывать. Значит, первый продукт это кислота, кислотный грунт спектрал.
Кислота всегда идет в пластиковой таре, потому что она разъест металл иначе. По большому счету, несмотря на то, что здесь два компонента, смешивается он один к одному, открою небольшую тайну, это однокомпонентный продукт, по большому счету. Потому что если мы его смешаем, он у нас будет нейтрализовываться. То есть действие его будет теряться, именно поэтому он путешествует по раздельности, так скажем, да, вот этот состав. Живет он в смешанном виде двое суток. То есть не стоит, если вы его смешали, не стоит его выплескивать, если у вас что-то осталось. Возможно, еще он вам понадобится там при окраске или какой-то другой процедуре. В течение 2 суток вы его можете использовать. Это ортофосфорная кислота, которая играет основную роль. То есть его роль – это травящая функция, эффект травления. И если смотреть, например, капот, зачищенный, предположим, до металла, который был покрыт кислотным грунтом, далее идет акриловый грунт. На кислоту мы не шпаклюем, не красим, только акриловый грунт мы можем носить, не кислотный. Мы покрасили такой капот, появляются сколы на капоте, и кислотный грунт, как цинк, его сдерживает, препятствуя появлению подпленочной коррозии под слоями металла. Поэтому в такой ситуации, как я сейчас описал, это лучшее решение. В ситуации, когда нам нужно применять шпаклевку, то есть шпаклевать на какой-то грунт, тогда нам более интересен эпоксидный грунт. И в других ситуациях тоже, но у эпоксидного грунта немножко другая функция. У него изоляция. Основная его роль – это изоляция, это лучший изолятор. Иногда, когда какие-то термопластичные основания, вот такие элементы, которые раскапывать дальше не имеет смысла, мы просто изолируемся там парой слоев эпоксидного грунта, сушим и работаем по такой уже понятной нам поверхности. Также эпоксидный грунт содержит антикоррозионные добавки, они тоже в нем есть, аналогичны кислотному, просто немножко свойства будут меньше, чем у кислоты. Но как только эта защита нарушена в эпоксидном грунте, свойства его резко теряются, то есть изоляция пропала, свойства потерялись. Поэтому, зная вот эти свойства, вы можете выбирать, какой продукт вам больше подойдет. Получается, сколько получается между нанесением и нанесением? Но эпоксид дольше, чем акриловый грунт. Вообще, в принципе, любой эпоксид, как правило, дольше, чем акриловый. И 20 минут это хороший вариант. Ну, то есть в теории, на практике я бы больше рекомендовал. Полчаса как минимум при 20 градусах. По пластику. Да, пока мы будем шлифовать те шпаклевки, я нанесу шпаклевку по пластику, чтобы она сохла. Это по пластику, да? Нанесение какого-то. Нет, шпатлевка по пластику может 8 сделать, поэтому она и по пластику. Ну да. Другие шпаклевки я бы не рекомендовал на пластике применять, потому что многие элементы сложные сейчас собирать нужно их из нескольких частей, и уже в это время можно его испортить. Да, что-то. То есть там, где температура алюминий, там, где нужно пластичность, естественно, шпаклевка по пластику. Немножко сложнее наносится в том плане, что некоторые замечания, да, вот у меня было Да мы так, ничего страшного. Не у каждого есть пылесос в доме. Абсолютно не у каждого. Хотя лучше, чтобы он был. Понятное дело. Просто, когда мы работаем с пылесосом, помимо того, что мы этим не дышим, мы не убираем пол. Абразив нормально работает, он не ездит по пыли, особенно на грунте. На шпаклевке это может еще не так заметно, а на грунте, когда у нас и наклеп начинает из этого абразива собираться, Да, зализывается и все. Да. Здесь что мы можем увидеть? Что по обработке как стекловолокно, как карбон, так и софт, они достаточно хорошо обрабатываются. Легче не имеет смысла, я думаю, делать обработку шпаклевки, потому что просто-напросто контролировать поверхность уже будет достаточно тяжело. И многие маляры, например, любят более классические шпаклевки типа софт, да, обычно в универсалке. Именно потому, что с софтом ему проще контролировать ровность поверхности. Априори хорошая адгезия. Белый, мягкий, черный, быстрый. Просто цинк бывает разных видов, как мы говорили. Есть холодное цинкование, которое более дешевое на бюджетных автомобилях. Есть горячее цинкование, как, например, Volkswagen Group. Почему у них лакокрасочная отлетает, да, но при этом машина не ржавеет.
Это более эффективный вариант. Есть автомобили, у которых цинкование и такое на разных элементах присутствует. Есть автомобили, которые заявлены как оцинкованные, например, китайцы там кузов с оцинковкой, но оцинкован только порог, например, да, а все остальное не оцинковано. Хватит. Ну, в принципе, да, силовые элементы оцинкованы, и все, это самое главное. Так, в остальном, я думаю, что понять Можете можно на только бампер уже попробовав. Тогда предлагаю со шпаклевками мы закончим. Чуть-чуть дольше срок на шпаклевке по пластику. 5-10 минут разница. Смола более гибкая, другая немножко смола. То же самое касается пластификатора, но, наверное, мы о нем еще поговорим. К пластификатору вернемся. Следующее – это грунты. Обычно стекляшка. С первичными грунтами мы с вами разобрали уже кислотник и эпоксидный грунт. Есть еще вот такой однокомпонентный грунт. Это 1К продукт, естественно, он уступает двухкомпонентному эпоксиду, да, по своим свойствам, но при этом обладает все равно достаточно неплохими антикоррозионными свойствами и неплохой изоляцией. В каких случаях он применяется? Шпаклевку подготовили под грунтование, да, элемент подготовили под грунтование. Если мы наносим акриловый грунт-наполнитель на металл без первичного грунта, то это, помимо того, что не очень высокого уровня ремонт, не очень высокого качества, могут быть проблемы также с цинком, например. Да? Поэтому первичный грунт обязательно должен присутствовать. И если вы нанесли хотя бы баллончик, то это уже очень большое дело, хотя это достаточно просто сделать. Если мы наносим наполнитель на металл, то не ждите никакого качества. Хорошо, если, например, взять вот в баллончиках и непосредственно в банках такой вот грунт, они одинаковые? Нет, в любом случае здесь разная смола, здесь и акриловая смола тоже присутствует, но здесь присутствуют антикоррозионные добавки, оксид цинка, насколько я помню, то есть он основную функцию антикоррозийную играет. И действительно это работает. Поэтому смотрите, как наполнитель, его нет смысла использовать. В спектрале есть 355 грунт толстослойный в баллончике. Но опять же не забывайте, что это однокомпонентные продукты. Это где протир. Да, это для протиров перед базовой краской. База будет держаться на нем нормально, никаких проблем не будет. Шлифовать перед нанесением базы его, как правило, не надо, он очень тоненький и аккуратно лежит. Можно просто салфеткой протереть и все. Просто не надо вливать на него сразу базу сильно. Можно сделать небольшой припыльчик и потом можно нанести основной слой. То есть две основные задачи. Перед грунтованием по мокрому мы грунтуем или шлифуемой версии, неважно, закрыть металл. И вторая, это если у нас какой-то торец протер до металла, мы, чтобы его Это касается и того момента, что прямо поверх шпаклевки. Допустим, вот эту деталь не надо загрунтовать. У меня проявился металл, я только эту часть припыляю. Металл. Нет, чисто открытый можно металл. целиком. Ничего страшного не будет, если мы нанесем целиком на шпаклевку, никакой проблемы не будет. Просто расход больше грунта будет тогда. А так, по Я факту. его плохо перемешал, но я смысл покажу, что он достаточно тонкий. И постоянно делаем вот так, после применения газа там с этим Также учетом. она годится и для того, что вот я уже непосредственно готовлю грунтовку как по красу и кантой пробил, да? Ее наношу и сверху базу. Да. Ну, то ждать же особо много не надо на него, в принципе. Да. Там час, даже Но, не час. опять же, час, 10 не надо из крайности в крайность впадать, когда маляр делает вот такой припыл, в нем вообще нет смысла никакого. А так почему-то часто делают, что типа я вроде как использовал грунт, самое главное, да, задачу выполнил. На самом деле работать он практически не будет. И вливать его прям вообще капитально тоже не стоит, это однокомпонентный продукт. По поводу кислоты бывает часто вопрос, что будет, если кислотник там попадет на шпаклевку. Ничего страшного не будет, кислота будет только с металлом работать, поэтому мы об этом не думаем и работаем с спокойным кислотником. По поводу кислоты тоже. Проявился, кидать. Не стоит заливать кислотником, делать много слоев, делать очень толстые слои. Дюза 1.3, 1.4, один слой этого вполне достаточно. Это тот продукт, который при увеличении количества слоев не становится лучше. Наоборот, возникает вероятность, что вы просто его не досушите и возникнет какая-то проблема. Кстати, по поводу сушки, она очень быстрая, там порядка 10 минут до нанесения акрилового грунта, если про кислоту. А вот если говорить об эпоксидном грунте,
двухкомпонентным, то его свойства зависят от толщины, его защиты, потому что он изолятор, и чем толще слой, тем лучше изолирует. Но опять же, в нашем авторемонте одного слоя, как правило, достаточно. Так, это мы говорили про первичный. А можно еще вопрос Да. по эпоксидному грунту? Вот я, например, использовал его перед шпаклевкой, когда термообработка была, то есть сварка, споттерные работы, например. То есть я наношу один толстый слой, да, один мокрый слой. Жду час Вот и такого, без да? шлифовки. Нет, ну компонентные эпоксиды, ну не вашей фирмы, ну скажем, ну без разницы. Я вот почему спрашиваю именно по вашей линейке. Час выжидаю и без шлифовки начинаю шпаклевать. В принципе, не было никогда проблем. Вот, ну, как у вас это, и как вы, как технолог это видите? Правильный ремонт или нет? Это правильный, самый качественный, наверное, ремонт. И самое Я главное вот соблюдать диапазон. По вашей именно линейке, именно временные рамки. Вот, По нашей линейке временные рамки какие? Кроме шпаклевок Carbon, Spectral Softlight, Fiberlight, все остальные шпаклевки мы наносим через полчаса при 20 градусах после нанесения одного слоя эпоксидного грунта, например, Spectral 385. Но шпаклевки Spectral, ну, перечисленные шпаклевки, можем носить только через 1,5 часа, потому что в них немножко другой состав и выдержка должна быть другая. Поэтому можно усреднить просто через 1,5 часа. Если мы греем эпоксидный грунт, мы сокращаем это время в разы вообще. Можно там до 20 минут сократить, если мы но греем. риску не набиваем, правильно? Как Риску на- не делаем. на Да. помощь. В течение 12 часов можно не делать риску, наносить спокойно на эпоксид без риска и шпаклевки. И все будет прекрасно, будет гладкий край у него при обработке и так далее. Ну и по первичным еще тогда вопрос, получается, в каких случаях вы, ну, как технолог, советуете эпоксидные и реактивные? Значит, в случае, когда у нас элемент не имел коррозии, такой рядовой ремонт, так скажем, где-то подшпаклевались, наносим кислоту. В случае, ну и в других случаях тоже в большинстве. В случае, когда мы чистили коррозию, и нам нужно шпаклевать потом, наносить на место, на котором была коррозия, шпаклевку сразу, это ненадолго, так скажем, потому что могут быть микропоры какие-то и так далее. Поэтому в таком случае я рекомендовал бы нанести эпоксидник. Вот, в принципе, реставрация автомобиля, она тоже таким образом, как правило, делается. Начинается все с То есть не кислотник, а эпоксидник. Кислотник тоже можно было бы нанести, но кислота будет не так удобно, потому что надо будет нанести кислотник, Потом надо будет акриловый. подождать там 10-15 минут, потом акриловый, потом акриловый грунт тоже достаточно долго ждать, а тут вы просто нанесли эпоксид и все. И он тоже... Но если, хороший- например, будет скол, он же шлевоз еще пойдет. Да, дальше. да, да, то есть не будет повреждения, они будут наравнены с кислотником. Если, как я говорил, уже элемент подвержен сколам, там типа капота, да. то лучше использовать кислотный грунт. опять Кисло, же. то есть акрил, потом эпоксидник, и потом пошел шпаклевать. Нет, Ну, это, эпоксиды нельзя Нет. В на этом случае тогда кислоте. какая разница? Нет, такой пирог тоже смысла нет делать. То есть либо кислота и акриловый грунт, и мы шпаклюем, либо просто эпоксид и тоже шпаклюем. Так, грунт наполнитель в шлифуемой версии. И как правило, как маляр выбирает для себя продукт. Есть два варианта, так скажем. Грунт-наполнитель, чистый заполнитель, грунт мокрый по мокрому, если нам нужно работать в версии мокрый по мокрому. Это два продукта. Я бы в таком случае рекомендовал сделать следующим образом. В заполняющей версии я бы взял 7100 Next, потому что как наполнитель он лично мне очень нравится, я не вижу в нем каких-то недостатков. То есть шикарный грунт, который есть в сером, белом, черном цвете, который не боится без выдержки нанесения и так далее. То есть его достаточно сложно испортить. Достаточно мягкий в обработке грунт. Небольшой глянец даже на поверхности существует, хорошо натягивается. То есть такие вещи все-таки надо попробовать, чтобы понять все его преимущества, потому что рассказывать я могу бесконечно. И в дополнение ему для версии мокрый по мокрому применять 325 грунт. В чем их отличие принципиальное этих двух продуктов? В шлифуемой версии у грунта должен быть крупный наполнитель, чтобы он создавал нам большую толщину. В версии мокрый по мокрому этот наполнитель не может быть таким большим, потому что если он будет
30 микрон, например, да, то у нас всего слой грунта мокрый по мокрому это 20-25 микрон. Если мы возьмем и разведем наполнитель более жидко, он просто у нас будет лежать песком на поверхности. Он будет рыхлый, будет оконтуривать и будет торчать этот наполнитель с поверхности. Здесь этот наполнитель более мелкий, поэтому весит он даже больше, как правило, такой грунт. И он прекрасно работает в версии мокрый по мокрому. В шлифуемой версии он будет тяжело обрабатываться, потому что он очень плотный. Значит, эти два продукта, в принципе, можно использовать как. Если вам хочется работать одним продуктом и в шлифуемой версии, и в версии мокрый по мокрому, то это будет прекрасным вариантом. По соотношению цены-качества, я думаю, достаточно интересный вариант спектрали. Также серый, белый, черный цвет. Шлифуемая версия, пожалуйста, наливайте в определенной пропорции, у вас получается шлифуемый грунт. В версии мокрый по мокрому, большее количество разбавителя, порядка 50%, вы получаете хороший грунт мокрый по мокрому. Потому что у него наполнитель средней величины, и он сделан под две версии. Кому что удобнее, то есть каждый маляр решает сам для себя. Кому-то кажется, что большая банка слишком дорого, ну, для такой покупки. А вот сколько будет жить такая банка? Я ее открою, использую и... Вот, будет жить вообще без проблем. У нас в учебном центре они стоят открытые. Не помню. Поэтому не стоит бояться, и применение крышки специальной позволяет вам с чистыми руками работать очень комфортно, нормально перемешивать продукт. Это уже более цивильный подход, так скажем. Консистенцию этого грунта я подбираю с помощью разбавителя. Да. И не будет ошибка, если я захочу жиже сделать. Абсолютно не будет ошибкой. Более того, это будет даже более профессиональным отношением, потому что если, например, у нас есть бампер, который ремонтный, ну то есть мы под грунт мокрый по мокрому его подготовили, мы можем сделать мокрую версию, которая будет чуть гуще. Он все равно хорошо натянется, но он будет просто толще, он будет меньше ореолик там, и так далее. Поэтому вы просто по ситуации подстраиваетесь и все. Так что достаточно... Спектрал 325 это только мокрый. Это только мокрый по мокрому, да. А вот это является как бы Универсальный, да. Так, с грунтами, в принципе, достаточно быстро разобрались. Теперь следующий момент – это лаки.